Наши вездеходные тест-драйвы продолжаются. Компоновка чисто английская. Коробка отдельная от двигателя, карбюратор, глушитель. Но уже ножное переключение передач. И специально ведь англичане, какие хитрые люди, сделали так, что первые здесь вверх, а остальные все вниз. А зачем это сделано? Так вот, сел немец на него и начал первый внизу искать. Дошел до четвертой, газанул и заглох. А вот тут вот глядите специально, как сделано, чтобы роммеля гонять в Африке. Вот карбюратор, а вот к нему фильтр. Видите, вынесен вверх и теоретически может, конечно же, ехать вот так вот в воде. Если только не будешь тормозить, чтобы вода не затекла вот сюда в глушитель. Так что нужно специально обучаться для езды на этом мотоцикле. Вот эта табличка. Это не просто так. Она нам говорит, что, господа, внимание! Привод на колесе коляски должен быть включен только на мягкой дороге и только на прямолинейных участках траектории движения. Вот, смотрите, привод на колесо коляски. В принципе, абсолютно нет ничего сложного. От ступицы заднего колеса через такой рот кардана валом привод на редуктор колеса коляски. Вот эти шлицы должны войти в зацепление, и тогда начинает крутиться колесо коляски. Почему там такое предупреждение? Да потому что этот привод бездифференциальный. То есть, что это значит? Что колесо коляски и колесо заднего мотоцикла будут крутиться с одинаковой скоростью. Соответственно, мотоцикл не может повернуться. А начнете поворачивать, вы этот привод порвете, или этот привод, или цепь, которая передает усилия двигателя на ступицу заднего колеса. Наука! С нами вы станете вообще механиками. 100%.
Итак, я в коляске, как английский стрелок из какого-нибудь полка вестовых гвардии Ее Королевского Величества. Смотрите, какая удобная коляска, реально можно легко входить, выходить. Вот здесь англичане обычно привинчивали бронированный лист. Ну, понятно, чтобы по ходу движения было зачем прикрыться. Вот здесь был пулемет, зачастую Томпсон на специальном таком держателе, если хотите, турели. И вообще-то очень все по уму сделано. И смотрите, вот здесь подходит привод к колесу коляски. И сама коляска, она мягкая, и на ней вообще едешь, плывешь на таких округлых рессорах. Ну, мне кажется, это пришло еще из каких-то карет или колымаг. Наверное, века 17-го. Шутка, конечно, но конструкция получилась на зависть неприхотливая и надежная. Но все-таки 50 лет в производстве – это срок.